Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный ужин. Приготовление простое и замешивать тесто не нужно. Одну луковицу трем на мелкой терке. Также лук можно мелко нарезать ножом. Измельчаем ножом пучок зелени. Я использую петрушку и укроп. Берем 600 грамм фарша. Я взяла свино-говяжий фарш. К нему добавляем тертый лук и нарезанную зелень. Все солим и перчим черным молотым перцем. Хорошо перемешиваем. Если фарш сухой, то в него можно добавить немного воды. На столе расстилаем лист лаваша. Выкладываем на него половину подготовленного фарша. Равномерно распределяем его по всему лавашу. Размер лаваша 45 на 35 сантиметров. Все сворачиваем в рулет. Точно так же подготавливаем и второй лаваш с мясом. Рулет разрезаем на части, которые поместятся в форму для выпечки. Я разрезала каждый рулет на 3 примерно одинаковые части. Готовим овощную пассировку. Одну большую луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. Помидоры нарезаем пластинками, а затем кубиками. Я использую 5 помидоров черри. Если брать обычные помидоры, то будет достаточно 2 штук. На сковороду наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем лук 2-3 минуты. Добавляем тертую морковь. Пассируем еще 2-3 минуты. И последними добавляем нарезанные помидоры. Перемешиваем и готовим еще 1-2 минуты. Вместо помидоров можно использовать томатную пасту. Овощи готовы, снимаем с огня. В форму для выпечки выкладываем примерно половину овощей. Распределяем их по дну формы. Выкладываем все рулетики с фаршем. Сверху равномерно выкладываем овощную пассировку. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 45 минут. Блюдо готово. Выкладываем его на тарелку и подаем на стол. Ужин из лаваша с фаршем получился очень вкусный и сытный. Готовится просто, и с его приготовлением справится каждый. Также у меня на канале есть и другие варианты вкусных ужинов. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторым блюдом приготовим мясо в духовке с грибами. Получается вкусно, сытно и красиво. В мисочку кладем 3 ломтика белого хлеба, предварительно разделив их на более мелкие части. Все заливаем водой и оставляем на 10 минут. Одну луковицу нарезаем произвольными кусками. Нарезанный лук кладем в чашу измельчителя. К нему добавляем 2-3 зубчика чеснока. Хлеб уже размяк. Вынимаем его из мисочки и отжимаем лишнюю воду. Хлеб кладем в чашу измельчителя. Все измельчаем до однородности. В большую миску кладем 600 грамм фарша. У меня фарш свиной. Можно взять и любой другой. Добавляем подготовленный хлеб с луком и чесноком.
Все солим примерно половиной чайной ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все хорошо перемешиваем. Подготовленный фарш выкладываем на блюдо. Выравниваем его, формируя прямоугольник. Разделяем фарш на 9 примерно одинаковых частей. На противень ставим кулинарное кольцо и его заполняем фаршем. Фарш хорошо трамбуем ложкой. Желательно противень предварительно застелить пергаментной бумагой. Аккуратно снимаем кольцо, и получается вот такая ровная и красивая котлета. Так делаем все 9 котлет. Диаметр кольца 8 см. Вместо кольца можно использовать разрезанную пластиковую бутылку. Готовим начинку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. Шампиньоны моем и нарезаем кубиками. Понадобится 300 грамм грибов. На горячую сковороду кладем нарезанные грибы. Обжариваем их без добавления масла на большом огне до испарения всей жидкости. Как только жидкость испарилась, наливаем немного растительного масла. Добавляем нарезанный лук. Обжариваем лук с грибами примерно 2-3 минуты. Спустя 3 минуты добавляем тертую морковь. Обжариваем еще 2-3 минуты. В конце начинку солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. В готовую грибную начинку добавляем одно яйцо и перемешиваем. Начинку аккуратно выкладываем сверху на котлеты. Сыр трем на крупной терке. Понадобится примерно 200 грамм сыра. Каждую котлету с начинкой сверху посыпаем тертым сыром. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 25-30 минут. Блюдо готово, достаем его из духовки. Сразу же выкладываем на большое блюдо. Украшаем укропом или петрушкой. Подаем на стол в горячем виде. Горячее блюдо из мясного фарша с грибами получилось очень вкусным и готовится из самых обычных продуктов. С его приготовлением справится каждый. Приготовим курицу с овощами. Это блюдо отлично подходит как для обеда, так и для ужина. Готовится быстро и несложно. Количество ингредиентов для этого блюда можно брать на свое усмотрение, в зависимости от того, насколько большая у вас семья и сковорода. Я взяла 3 окорочка, их нужно помыть и каждое разделить на 2 части. Также можно использовать голени или нарезанную куриную грудку.
Мясо кладем на раскаленную сковороду с небольшим количеством растительного масла. Немного обжариваем с двух сторон. Пока обжаривается курица, подготовим другие ингредиенты. Одну луковицу нарезаем кубиками. 4 картошки среднего размера тоже нарезаем кубиками. К мясу добавляем нарезанный лук и обжариваем вместе с курицей примерно 3 минуты. Затем в сковороду добавляем подготовленный картофель, перемешиваем и жарим еще 5 минут. Сюда же добавляем ассорти из замороженных овощей, это примерно 400 грамм. Все перемешиваем. Еще больше разных блюд из курицы смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. 50 грамм томатной пасты заливаем 1 стаканом горячей воды и хорошо размешиваем. Все солим по вкусу. Добавляем пол чайной ложки карри. Перчим и вливаем разведенную томатную пасту в сковороду. Перемешиваем, ждем, когда закипит, и накрываем крышкой. После закипания все тушим на маленьком огне примерно 15-20 минут. Готовое горячее блюдо раскладываем по тарелкам и подаем на стол. Курица с овощами получилась очень вкусной, ароматной и сытной. Такой быстрый и простой рецепт под силу всем, и даже начинающим кулинарам. И последним приготовим очень вкусное и легкое в приготовлении блюдо. Оно прекрасно подходит как для обеда, так и для ужина. Сначала подготовим мясо. В миску кладем 8 штук уже помытых куриных ножек. Солим их по вкусу. Насыпаем 1 столовую ложку приправы для курицы. Наливаем немного растительного масла. Все перемешиваем, чтобы приправы равномерно распределились по мясу. Вместо куриных ножек можно использовать и другие части курицы. Мясо оставляем мариноваться на 15 минут. Тем временем подготовим остальные ингредиенты. 2 небольшие морковки нарезаем кружочками. По желанию морковки можно взять и больше. 500 грамм капусты брокколи моем и разделяем на соцветия. Очень большие куски перерезаем на более мелкие. В этом рецепте капусту брокколи можно заменить цветной капустой. В форму для запекания выкладываем подготовленную капусту. Равномерно ее распределяем по форме. Сюда же выкладываем нарезанную морковь. Овощи немного солим. Сверху выкладываем маринованные куриные ножки. Все заливаем молоком. Понадобится примерно 400 мл молока. Все ставим в духовку разогретую до 220 градусов. Запекаем приблизительно 40 минут. Если будете запекать при более низкой температуре, то понадобится больше времени. Готовое блюдо достаем из духовки и подаем на стол горячим. Куриные ножки с капустой брокколи получились очень вкусными, сочными и ароматными. Запеченное мясо с хрустящей корочкой отлично сочетается с овощами. Готовится оно настолько просто, что справится каждый. Обязательно их приготовьте, порадуйте свою семью вкусным обедом или ужином.